Корейские рисовые шарики. Сегодня готовим идеальный вариант для пикника или быстрого перекуса. Нам потребуется говяжий фарш в объеме 200 грамм. Можно также использовать и тунец из банки, консервированный тунец, или даже сосиски, можно ветчину и можно даже бекон. И мы добавляем в фарш, в случае фарша, соевый соус, 1,5 столовой ложки соевого соуса и молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Если у вас есть рисовое вино мирин, то можно добавить 1 столовую ложку. У меня нет, я пропускаю. Сахар 1 столовая ложка и кунжутное масло. Добавляем пол столовой ложки. Черный молотый перец по вкусу и также соль по вкусу. Все это мы с вами хорошо перемешиваем и отставляем пока в сторону настояться, промариноваться, и подготавливаем овощи. А именно лук в объеме 1/3, морковь 1/4 и кабачок тоже 1/4. Эти овощи дадут нам и вкус, и цвет. Кабачок мы с вами нарезаем сначала кружками. Затем круги мы превращаем с вами в тонкую соломку. Вы можете нарезать и другим любым удобным способом. Главное, чтобы потом в итоге мы получили с вами очень маленькие кубики. С морковью мы поступаем точно так же. Мы нарезаем ее кругами. Затем круги нарезаем тонкой соломкой. И опять же измельчаем до маленьких кубиков. Теперь лук мы его надрезаем так, чтобы получить кубики, и тоже нарезаем малыми кубиками. Кстати, набор овощей может для данного блюда варьироваться. Теперь мы нагреваем сковороду с растительным маслом, небольшим его количеством. И сначала закладываем следующие овощи, а именно лук и морковь. И готовим мы это на среднем огне, все время помешивая. Наша задача выгнать из овощей воду. Когда морковь и лук немного размякнут и поменяют цвет, мы закладываем кабачок и продолжаем делать все то же самое. Когда из овощей выйдет вся жидкость, выгнав воду из овощей, мы закладываем прежде подготовленный фарш. И продолжаем на среднем огне, все время помешивая это готовить. Нам важно что? Чтобы фарш не слипался в комочки. Поэтому постоянно помешивая, мы продолжаем ложкой разбивать фарш, чтобы он не собирался в комки. Сначала фарш у нас поменяет цвет, и затем мы доводим его до готовности. Он не должен быть пожаренным, он должен быть хорошо протушенным. Тогда мы все это снимаем с огня, перекладываем на какую-нибудь тарелку, и должны мы все это остудить, фарш и овощи. Теперь рис. Можно отварной, можно пропаренный. В объеме от 400 до 500 грамм рис должен быть остужен. И мы закладываем туда пол столовой ложки соли, а также кунжутное масло, тоже в объеме пол столовой ложки. И все это мы хорошо перемешиваем. Можно взять немного риса, попробовать, если не хватает соли или кунжутного масла на ваш вкус, то можно добавить. Теперь закладываем уже остывший фарш с овощами в подготовленный рис. И теперь нам потребуются жареные водоросли, несколько листов, в зависимости от того, насколько вы любите их количество в шариках. Как приготовить вот такие дома, линк вот здесь вверху, потому что в корейских магазинах вы можете купить их уже готовыми и даже уже раскрошенными. Их можно, приготовив и нарезав, хранить в пищевых пакетах в морозилке, и вот при необходимости вот так вот легко превратить их, перетерев прям-таки в пакете, в максимально возможную раскрошенную такую
пудру, не пудру даже, а в максимально раскрошенное состояние. Перемешав рис с фаршем и овощами, мы добавляем туда уже раскрошенные жареные водоросли. Я уже говорила, что в корейских магазинах можно уже и раскрошенными купить. Называется это кимкару. И теперь уже вместе с жареным водорослями мы все это еще раз хорошо перемешиваем. Теперь, надев перчатки, мы делаем шарики. Шарики мы не скатываем, а именно слепливаем. Какого размера шарики? Ну, так, что вот сколько помещается у вас в ладошку, так что потом их было удобно кусать, собственно говоря. Если у вас мужская ладонь, то учитывайте соотношение. И вот такие красивые шарики мы с вами получаем. В шарики можно добавить и жареное яйцо, и разный набор овощей, как я уже говорила, и бекон, и сосиски, и ветчину обжаренную тоже. Но вот я больше люблю всего именно с фаршем, поэтому привожу вам такой рецепт. Получаем мы 10 шариков со всех приведенного объема ингредиентов, и все, можно закладывать их в наш ланч-бокс, и можно детям в школу, себе и мужу на работу, в общем, на все случаи жизни. Мы же с вами сейчас отправляемся на пикник. Вот. И в поход тоже, кстати, очень хорошо в Корее, вот очень часто ходят в горы и берут вот такую вот вкусняшку с собой. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!